Приветствую всех, кто зашел смотреть это видео. Сегодня мы смотрим такую тему. Почему он так себя ведет? Колода «Золотое универсальное Таро» сегодня нам поможет ответить на этот вопрос. Загадывайте своего мужчину. Сначала мы проведем сигнификацию, какой мужчина к нам сегодня пришел. И ситуацию между вами посмотрим. И далее уже будем спрашивать колоду, почему он так себя ведет. Я буду трактовать карты, которые у нас сегодня выйдут. У каждого, естественно, своя ситуация. А вы уже посмотрите, да? Сделайте для себя выводы. Что вам хотят сказать высшие силы? Почему он так себя ведет? Актуально в тот момент, когда вы зашли посмотреть это видео. Ух ты, у нас десятка мечей выпадает из колоды. Карта повешенной. Может быть, вы поругались? Может быть, у вас отношения на паузе сейчас? Или долго стоят на одном и том же уровне, может быть? Возможно, вы очень сильно переживаете и думаете по десятке мечей, что сейчас очень сложный период у вас. Посмотрим, выйдут ли нам еще эти карты. Итак, какой мужчина к нам пришел? Сигнификация партнера. Рыцарь мечей. Ух ты, какой-то резкий, злющий идет мужчина. Активный. И туз мечей. Туз жезлов, точнее. И сигнификация ситуации. Семерка жезлов. Рыцарь жезлов. Итак, какой мужчина к нам пришел? Две очень активные карты показаны на мужчину. Они указывают на его яркий темперамент. Активный, волевой, решительный, легок на подъем. Может действовать импульсивно или неожиданно. Он может быть сам себе на уме. При этом по рыцарю мечей он сам знает, что делает. Но не всегда считает нужным согласовывать с кем-либо свои действия и поступки. Обе карты нам говорят, что сегодня мужчина стремится к новым жизненным занятиям, к работе, к продвижению по службе, добивается рьяно своих целей. Нам показана активная жизненная позиция, а не пассивная. Мужчина может быть абсолютно непоседливым, нетерпеливым. Возможно, он вокруг себя сам пытается постоянно создавать динамику. Может быть, избегает безделья. Если ему нечего делать, он придумает себе занятия, займет себе чем-то. Туз жезлов нам показывает на страстный темперамент мужчины. Вот он, скорее всего, свои шансы любые не упускает. Он их возьмет. Возможно, мужчину сегодня увлекла его новая работа, и он увлечен полностью в этот процесс ознакомления с его новым рабочим местом, с его новой должностью, с новыми людьми, которые его теперь окружают. Рыцарь мечей нам говорит, что этот мужчина за словом в карман не полезет. Может быть конфликтным, себя в обиду не даст, не боится показать свое несогласие. Вообще рыцарь мечей указывает на сильную личность. Умный, амбициозный. Рыцарь мечей может также показывать на военного, солдата. Может быть, он военную карьеру строит. И весь увлечен этим процессом. Ну что ж, давайте теперь смотрим ситуацию в отношениях. Здесь нам показана семерка жезлов и рыцарь жезлов. Первое, о чем говорят эти карты, здесь обоюдный, страстный интерес друг к другу. Но конкуренция, семерка жезлов. Каждый из вас сейчас пытается друг другу что-то доказать. Каждый может тянуть одеяло на себя. Рыцарь жезлов может указывать на периодические встречи, например, уехали, приехали, отъезды, приезды. Но все эти встречи у вас очень страстные, темпераментные, горячие. Также атмосфера в паре может быть переменчива. То тепло, то холодно, но здесь, скорее всего, то жар, то лед. То неразлучная любовь и дружба, то конфликты. Жезлы могут говорить, что вас может связывать рабочий интерес. Возможно, вы вместе работаете. А рыцарь жезлов показывает на дорогу. Каким-то образом вас может соединять дорога. Или разъединять.
Хорошо, давайте дальше идем. Теперь спрашиваем, почему он так себя ведет. Попытаемся объяснить поведение вашего мужчины. Почему он так себя ведет? Отшельник выходит нам. Отшельник нам сразу говорит, мужчина считает, что на сегодняшний день он делает все правильно. Отшельник также говорит, что мужчина сегодня находится в процессе самопознания. Пытается понять свои чувства, свои мысли, свои планы. Мужчина может быть полностью погружен в свой внутренний мир, в котором с каждым днем открывает все новое. Отшельник нам может говорить, вот если, допустим, у вас конфликты на сегодня, как нам здесь показали, хотя у каждого, конечно, свое, вот отшельник нам говорит, что мужчина может отстраняться именно от конфликтов. Сам себя или вас ограждает от излишней горячности, драматизма. В принципе, даже если нет конфликтов, отшельник нам говорит, мужчина ищет путь, чтобы отношения были спокойными, тихими, без излишней конфликтности и претензий. Сам по себе отшельник говорит, что человек в поиске глубинных, серьезных, гармоничных отношений. И по отшельнику человеку нужны именно такие отношения, когда есть двое, и остальной мир не нужен. И эти двое настолько прониклись друг другом, что вот для претензий места вообще не остается. Но также отшельник нам говорит, что сегодня мужчина ищет свою правду, свою истину и свой путь. То есть как бы духовно растет. И, возможно, поэтому так себя ведет. Давайте еще смотрим. Влюбленные. Вот здесь нам влюбленные говорят о том, что мужчина делает выбор. Или он делает выводы относительно вас, вы или его пара определяется конкретно. Или он выбирает из нескольких женщин ту, которая ему подойдет больше всего. И опять же влюбленные что говорят? Почему мужчина так себя ведет? Потому что он заинтересован именно во взаимных чувствах. И опять же именно, чтобы было взаимопонимание, чтобы была одна волна. Влюбленные также говорят, что мужчина боится ошибиться. Поэтому сейчас он в состоянии качелей. Но также влюбленные могут говорить, что мужчина действует, руководствуясь чувствами. Им движут эмоции. Давайте еще посмотрим, почему он так себя ведет. Десятка жезлов. Здесь нам говорят, что мужчине сегодня тяжело от чего-то. Может быть, у мужчины работа сегодня тяжелая, он ей занят. Работу нам сегодня показывали, на мужчину туз жезлов. Может быть, дорога у него тяжела. Десятка жезлов – это трудная дорога. Трудная дорога к вашему сердцу, к взаимопониманию между вами. Может быть, просто дорога между вами, рыцарь жезлов выходил нам. И ему тяжело, потому что какую-то дорогу к вам преодолеть ему сегодня сложно. Также десятка жезлов говорит, что мужчина может бояться неких обязанностей. Или на него сегодня взвалено столько обязательств, что ему сложно или невозможно вести себя, допустим, так, как вам хотелось бы. Десятка жезлов может просто говорить, у мужчины много дел и есть жизненные трудности. Он несет на себе бремя ответственности, и это отнимает у него много сил, времени и возможностей каких-то. Смотрим дальше. Почему он так себя ведет? Девятка кубков. Вот здесь нам показан самодовольный мужчина, который радуется жизни. Возможно, он у вас загулял где-то, в какой-нибудь компании, где может выпивать сейчас. Просто весело проводить время с друзьями. Вообще девятка кубков показывает удовлетворенного жизнью человека. И если сочетать девятку кубков с рыцарем мечей, то здесь девятка кубков говорит, что человек зациклен именно на своей персоне сильно. Он заинтересован в личном комфорте. И опять же, этому человеку не нужны скандалы. Ему нужна радость жизни. Может быть, он просто избегает выяснения отношений очередных.
или охраняет бережно свои личные границы, так же как отшельник у нас здесь. У него свои жизненные правила, и он их придерживается. Еще одна карта, которая намекает на наличие в жизни мужчины неких целей, к которым он стремится. И эти цели должны привести его именно к хорошему достатку, к светлой жизненной полосе и к эмоциональному и интеллектуальному удовольствию. Все-таки девятка кубков – это также готовность к семейной жизни. И вот если все 4 карты рассматривать в целом, то они нам здесь говорят. Мужчина определяется со своим статусом – холостяка или семьянина. И этот выбор, судя по десятке жезлов, ему тяжеловато дается. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Раз у нас мужчина готов к семейным отношениям, чего он хочет от вас? Чего он хочет от вас? Колесница. Опять дорога выходит у нас вот практически как сигнификатор того, что между вами. Но тут мужчина хочет динамики, во-первых, какого-то развития событий, быстрого. Колесница – это достижение целей. И здесь мужчина хочет или чтобы вы помогли ему добиться определенных целей, или чтобы не мешали ему это сделать. Возможно, чтобы не отговаривали его от чего-то, не препятствовали. Вот если вы сейчас смотрите на одинокого человека, то колесница нам говорит, что он сейчас больше собой занят. Хотя, конечно, о дороге думать может, к вам, например. Приехать, уехать. Если вы смотрите на человека, с которым у вас уже есть тесная связь, вы в отношениях и, может быть, даже несколько лет, тогда тут по колеснице мужчина хочет сгладить все ваши конфликты, освободиться от споров и привести отношения к гармонии, теплой взаимосвязи, честности и искренности чувств. Колесница также может говорить, что мужчина хочет от вас, чтобы вы определились с единой целью. И вот если, допустим, вы познакомились недавно, то колесница говорит о чем? Мужчина хочет, чтобы вы вместе куда-то стремились, нашли общую цель, не умаляя достоинств и целей друг друга. Давайте посмотрим на чувства его к вам. Что же он чувствует к вам? Сейчас. Карта Мир. Ну вот еще один старший аркан. Очень много старших арканов на мужчину выходит. Аркан абсолютно положительный. Но здесь у мужчины чувство одно. Вы его вторая половинка. Совершенно для него идеальная женщина. У мужчины может быть чувство того, что вот лучше, чем вы, он уже не встретит. У вас есть все, что вот в его представлении есть об идеальной женщине. Мир говорит о чувстве, больше которого не бывает. Это и любовь, и радость от общения, и покой в душе от того, от понимания, что вы есть в его жизни. Он понимает, что именно от вас исходит душевное тепло в его сторону, или именно от вас он это тепло получает. Ну вот здесь мужчина и плотски, и душевно полностью удовлетворен. По миру человек вообще может считать, что он нашел судьбу всей своей жизни. Или нашел у вас то, что искал, или понял именно рядом с вами, что именно такая женщина ему и нужна, со всеми вашими плюсами и минусами. Если говорить о мире, то мужчина считает здесь, что вы можете с ним жить душа в душу. Или ему этого хотелось бы. Давайте посмотрим тогда, чего вам от него ждать. Чего вам от него ждать? Паж Пентаклей. Но здесь дружеского жеста какого-то ждать. Тут мужчина к миру стремится. Поговорите в мирном ключе, дружески, опять же, без проявления сильных эмоций. Пажа Пентаклей говорит, что мужчина намеревается сделать шаг к вам навстречу. Помириться, сблизиться, продолжить начатое. Пажик Пентаклей у нас, конечно, парень нерешительный, такого робкого десятка. Поэтому действия его могут быть нерешительные, осторожные, робкие, маленькие. Также Паж Пентаклей говорит, что мужчина будет стремиться к чувственности и взаимопониманию. Но тут также возможен переход на новый уровень отношений, например, от просто влюбленности к более стабильным отношениям, от дружбы к любви, от ссоры к миру,
Кстати, для того, чтобы переход на новый уровень произошел быстрее, нужна помощь партнера, то есть ваша помощь мужчине. Паш Пентаклей может говорить, что человек нуждается в вашей поддержке. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет дальше. Заключительный наш вопрос. Рыцарь кубков. Здесь на дне колоды у нас двойка жезлов. Итак, что будет дальше? Рыцарь кубков. Свидание тут показано, встреча. Вот если между вами дорога, то приезд показан. Вы к мужчине или он к вам. Но раз приезд, то скорее мужчина к вам приедет. Получение приятного сообщения, признание в чувствах, романтическое времяпрепровождение вместе. Если вы в ссоре, то примирение показано. В любом случае, рыцарь кубков – это идеально добрый знак. То есть что будет? Что-то хорошее. Также показано очень сильное взаимное влечение друг к другу. Также рыцарь кубков может говорить о налаживании духовной и эмоциональной близости. Рыцарь кубков может говорить о том, что мужчина готов уделять вам больше внимания и проявлять заботу в ваш адрес. Кстати, рыцарь кубков говорит, что мужчина будет пытаться выглядеть в ваших глазах лучше. Для кого-то рыцарь кубков может говорить о предложении руки и сердца со стороны партнера. На дне колоды у нас двойка жезлов. А вот двойка жезлов говорит, что мужчина может занять нейтральную позицию и будет наблюдать за вами со стороны. Он как будто опять думает, идти ему навстречу к вам или не идти, и к чему его приведет его следующий шаг. Двойка жезлов говорит об обоюдном интересе, но каждый стремится проверить любимого человека на прочность. Кстати, двойка жезлов может говорить о заключении практичного союза, когда партнеры договариваются между собой о гармоничном взаимодействии, не задевая личных границ, то есть не мешая друг другу достигать свои личные цели. Иногда двойка жезлов может намекать на то, что все-таки один из партнеров стремится к лидерству. Поэтому двойка жезлов дает совет не проявлять себя любыми средствами и способами. Излишний энтузиазм может смениться на нехватку жизненной энергии или некую апатию. А также двойка жезлов советует в сложной ситуации необходимо отступить в сторону и занять нейтральную позицию. Нежелательно делать поспешные выводы, только обдуманные поступки будут самыми верными. Ну что ж, давайте будем на этом завершать расклад. Давайте сегодня для обережка возьмем рыцаря кубков. Может, кто-то свидание ждет, встречи, чтобы ваше свидание состоялось, может быть, даже как можно скорее. Напоминаю, что обережки можно скринить, хранить фотографию в телефончике, медитировать время от времени на нее посматривая, привлекать в жизнь желаемое. Положила карту немного сбоку, чтобы сердечко полностью вместилось. Рыцарь кубков рядом с таким сердцем очень символично. Итак, рыцарь кубков. Свидание, встреча с любимым, возлюбленным, признание в чувствах, получение приятных известий, приезд мужчины к вам. Кстати, рыцарь кубков имеет и такое значение – предложение руки и сердца. На этом я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я желаю вам всего самого доброго, самого светлого. Всем пока, до скорых встреч!